Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки, подписки. Огромная благодарность вам за ваши комментарии. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада звучит так. Срочно смотри, тайный воздыхатель рядом. Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если сейчас срезонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца один вариант. Ну, после сигнификации уже посмотрим, кто же он, этот тайный воздыхатель, который находится рядышком. Итак, какая девочка пришла на расклад? Яркая, харизматичная, муза. Вдохновляете очень многих. Кто-то с вас берет пример. Я имею в виду, даже девочки могут брать с вас пример. Так, что тут за карта у нас? Тут вы лакомый кусочек для многих и мужчин, кстати. Но тут больше энергетически наполненная такая яркая женщина. Хотя тут вы тоже знаете все, хотела сказать, женские хитрости. Умеете подчеркнуть ваши достоинства. Так, какая вы? Какая девочка? Почему-то показано, что сейчас вы, тут оппозиция карта, с кем-то, может, выясняете отношения, можете отстаивать себя, свое право на проживать ту жизнь, которую вы хотите. Тут как-то так. Причем тут страхи по поводу, вот эта карта, это покровительство высших сил. Может быть, в данный момент именно у вас такое ощущение, как будто бы вы не совсем контролируете свою жизнь, не можете, допустим, запланировали, мечтаете, чтобы это развивалось там, уж не знаю, там карьера как-то там, уж не знаю, может в семейной жизни что-то там, как-то по одному сценарию, а вы понимаете, как-то не совсем вы это можете контролировать, как форс-мажор, все совсем не так, как вам хотелось бы, развивается. Очень много с этим страхов. При этом могут быть страхи еще по поводу вашего окружения. Тут, если есть люди, которые вы видите там как-то в отношении вас не очень позитивно, скорее даже, может быть, токсично проявляются. Вот тут тоже с этим какой-то период такой, да, хотел сказать, этот Меркурий там куда-то вошел, вышел. Так, у кого-то тут проблемы могут быть, наличие третьих лиц во взаимоотношениях, уж не знаю, если желание построить отношения с каким-то мужчиной, ну, я должна это озвучить, тут мужчина и две женщины, опять-таки, может быть, переживания, страхи по поводу того, что вы там уже и особо не надеетесь, да, уже как-то и теряете эту надежду, что может с этим мужчиной что-то получится, неуверенность в этом. Хотя, по большому счету, последняя карта говорит о том, что на самом деле вы все равно позитивный человек и ждете изменений в лучшую сторону. Новостей, может быть, ждете. Может быть, улучшение той ситуации, в которую вы попали. Вот как-то так мне. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Тайный воздыхатель рядом. Кто он, да? Кто он, тайный воздыхатель, который рядышком находится? Сейчас узнаем. Явки, пароли, адрес, телефон, семейный статус, да, что тоже интересно. Так, тайный ваш воздыхатель рядышком. Кто он? Кто он? Тайный ваш воздыхатель. Кто он? А вы сейчас мне скажете, не такой он уже и тайный. Я уже его давно рассекретила, и он совсем не шифруется. Так, тайный воздыхатель. Кто он? Рядышком находится. Ничего себе, карты какие на него хорошие. Офигеть. Ой, карта сердца открытая. Мораль. Карта это чистоты. И карта счастья. Боже мой.
Неужели, девочки, на нашей улице будет праздники счастья? Дай бог, да? Так, вот так открываем. Вот так, вот так, вот так. Угу. Это о чем? Будет праздник, девочки. Это все, конечно, здорово, но это то, что я говорила. Девочки, императоры, причем еще по королю Пентаклей. Ну, извините, я должна это озвучить. Большая вероятность того, что он не свободен. Очень, очень большая. Ну, как тут император, это мужчина, который уже несет ответственность за какую-то свою империю. Может быть, ну, да, император, это вполне возможно. Тут еще Пентаклевый, да, есть вероятность, повторюсь. Так, ладно. Серьезный, материально ориентированный. Если взял ответственность за кого-либо, за что-либо, несет эту ответственность, не перекладывает ни на чьи плечи. Защитник. Может быть, иногда таким деспотичным, тираничным, но я не могу сказать, что тут прям это все слишком. Как проявления такие могут быть у него. Так, по королю Пентаклей, ну, скорее не романтичный. Скорее мужчина практичный, зарабатывает деньги, думает о том, как приумножить их, как-то так. Так, плывет куда-то, собрался. Может быть, кстати, если находится в браке, то планирует из брака этого уходить, улетать куда-то, уплывать. Так, преграды, подарки, сила. Знаете, 2 раза вышла карта сила. Это история о том, что мы же в принципе смотрим, да, он тайный воздыхатель рядом. Но показано сразу к вам, девочки, вообще замечательные, какие эмоции. Это карта любящее сердце, при этом карта мораль с открытыми ладонями. Где-то может быть даже такой подтекст, что если он не свободен, то вполне возможно он даже не говорит вам, не озвучивает это, потому что он, понятно, что не свободен. То есть человек может понимать, что сначала нужно развестись, там уйти из этого союза, может быть, расстаться, а потом уже там как-то с вами пытаться выстраивать отношения. Почему я это говорю? Потому что все-таки карта мораль, это говорит о человеке как о, ну, не знаю, как о человеке, о том, что у него вот эти принципы моральные, у него они именно в отношении вас тут прям ярко как-то выражено. Он не хотел бы с вами как-то подло поступать. Какие-то тут многоходовочки, какие-то тут подлости. Я этого не вижу. Наоборот, карта счастья. Как будто бы человек понимает, насколько важно. Тут даже, вот если ты любишь вот строить отношения не как-то в темную, не манипулируя, не по-хитрому как-то. То есть тут для этого человека очень важно в открытую как-то проявляться. Может быть, даже заявить о своей любви. Так вот, так как-то интересно. Тут это редкий тот случай, когда я говорю очень интересно. Тут мужчина прям такой стоящий, девочки. Так, так, тайный воздыхатель ваш. Карта сила, хрустальная туфелька мечты, книга, свеч. Сейчас я спрошу, а чё это? Подпишись на канал и поставь лайк. Сила. Так. Это вы на него имеете такое влияние? Карта дом. Женщина. Сейчас, девочки, я уточню. Тут история о том, что на него огромное влияние имеет на самом деле его дом,
Если он там, понятно, дом, семья, для него это не пустое место. Карта вот сила. Я скорее спросила женщина. Женщины тоже. Но тут как будто бы уже какая-то история у него любовная была. Вполне возможно, что человек находится на грани то ли развода, карта башня. То есть эмоции какие-то были, но это уже разрушено все. И сейчас по карте Лилия, вплоть до того, что человек хотел бы с чистого листа, имея какой-то печальный опыт, он хотел бы, может быть, с чистого листа начать все. Интересно. То есть для него, понятно, это эротическая колода, да, и тут карта сила, но тут, понятно, для него женщина привлекательна, да, сексуальна, но тут более какой-то серьезный подход. Для этого мужчины, этот мужчина как будто бы, он прекрасно осознает, что, допустим, если только секс, ну, ничего плохого не имею, особенно против прекрасного секса, но тут как будто бы, если один только секс, то для этого мужчины недостаточно для того, чтобы, допустим, строить, ну, глубокие какие-то классные взаимоотношения или... Тут нет, тут для него очень важно дом, семья, любовь. Вот так вот. Вот тут такой мужчина. Так. При этом в прошлом как будто бы, да, какой-то опыт уже был, где, может быть, в свое время тут какая-то хрустальная туфелька и мечты. Вплоть до того, что он был, знаете, заложником каких-то мечтаний, если можно так сказать, мечт, фантазий, где-то привязанность, как будто с какой-то женщиной уже, ну, был союз, да, и какие-то вот эти мечты были. И вот этой карте мне идет, я специально уточнила, где-то даже какая-то как зависимость от этой женщины была. Может, он шел как постоянно на какие-то уступки. Ну, тут тоже своего рода. Я не вижу, кстати, с его стороны, что тут был с его стороны там прям какая-то, я даже не знаю, тут навязывание. Тут скорее он пытался угодить, скорее он шел на уступки. А ну давайте я спрошу. Это просто характеристика этого человека. Так, это им пытались манипулировать? Да, при этом, ну, по карте букет женщина, вполне возможно, он сам и понимал, но глаза закрывал, да, карта букет, романтика какая-то такая, вот тут мечты, вот тут такое. Знаете, вот эта эйфория какая-то, может быть, конфетно-букетный какой-то период, вот такой. Вот в этот период им могли манипулировать, и он мог идти на какие-то уступки. Но я правильно понимаю, что у него как будто бы, тут, если даже есть семья, то тут... Почему шестерка мечей? Он как будто бы уходит, уплывает. Какой-то статус у него есть вот тут. То есть он, если он не свободен. Есть вероятность того, что он не свободен. Ну, карта, да, детки могут быть. Ну, а карта шестерка мечей, что он куда-то там уплывает. Пытается тут преодолеть какие-то преграды, препятствия, куда-то его тянет, девочки. Как будто бы человек хотел бы изменить свою жизнь. Он отправляется куда-то сквозь преграды, потому что он тут видит какой-то подарок. И карта силы — это тоже женщина. Как будто бы женщина какая-то его влечет. По шестерке мечей это ты хотел бы изменить свой статус? Смотрите, да, мост, дорожку. Да, хотел бы. Тут плывет, тут по карте мостик, хотел бы изменить. Я правильно понимаю, что у тебя в планах, можно сказать, протоптать дорожку, да, выстроить этот мостик какой-то к девочке, которая смотрит сейчас расклад. Правильно я понимаю? И тебя к ней влечет. Ой, мне две карты прям выскочила. Тяжелая ноша, воздух. Сейчас. Давайте так зададим вопрос. Ты хотел бы к этой девочке приплыть, там, может, попытаться как-то проявиться, которая смотрит этот расклад? Разбитое сердце. Проявиться. Смотрите, карта огонь, да? Но он говорит, сейчас у меня какая-то тяжелая ноша, но по карте воздух это как будто бы... Ну,
как-то, знаете, как будто бы временно. Он говорит, я все равно через это пройду. У него разбитое сердце. Может быть, вот тут печальный опыт какой-то, уж не знаю, может, семейной жизни. И он, по большому счету, да, хотел бы по карте огонь. Все равно энергии есть на то, чтобы как-то, может, пытаться выстроить, ну, не обязательно отношения, тут попытаться даже проявиться. Так, тут вот какие-то карты мне непонятны на этого человека. Книга свечи, черная вдова. Да. Книга свечи, черная вдова. Так вот по этим картам мне как будто бы, если мы смотрим на мужчину, на этого, да, вот этот тайный воздыхатель, то тут прям, ну, у кого-то, если девочки, ну, некоторые любят эту тему, ну, это из магической колоды. Свечи и черная вдова вышла. Это история о том, что вплоть до того, что может быть какое-то воздействие, да, магическое, если там он был женат. Или же, знаете, тоже со стороны черная вдова, тут тоже вплоть до того, что желание, может быть, женщины освободиться от него разными способами, методами, да. Но карта свечи — это история о том, что вот эту вот негативную энергетику, направленную, скорее всего, на него и на его здоровье, я так это скажу ласково, да. Тут карта свечи, как будто бы кто-то то ли снял, то ли неумело было сделано это, ну, не знаю, ритуал этот какой-то. То есть, как будто бы не достигли желаемого. Хотя такой посыл был, ну, не очень хороший. То ли на развал семьи, то ли на вплоть до того, что мужчина не очень хорошо себя чувствовал, и вплоть до того, что с очень нехорошим летальным исходом. Но тут карта свечи и книга. Это история о том, что то ли кто-то там за него, допустим, молится, да, то ли сняли вот это как какое-то, ну, воздействие. Просто свечи это как негатив сняли. А посыл был такой вот под черной вдове. Это, ну, я не хочу эту тему дальше развивать, но тут какой-то тут печальный у него был этот прям какой-то момент в жизни. И как-то все могло пойти наперекосяк. Ой, даже не знаю, что спросить. Вот эта карта сила и подарок. Это вы его так влечете к себе? Карта мудрость. Карта святая вода. Карта башня. Ценность. О чем это? Карта тупик. Знаете, тут такой какой-то, как будто бы он говорит, я хочу проявиться по-мудрому, по карте сова. Святая вода — это человек пытается уже обезопасить себя от каких-то, может быть, ошибок, может быть, повторения каких-то сценариев негативных. То есть он не хотел бы по карте башня разрушить ценность, может быть, даже ценность, возможно, там, уж не знаю, встречи с вами, возможных там, возможного построения этих взаимоотношений. Тут как будто бы он говорит, не для меня не вариант, вот карта букет, это же я говорю, как яркий такой период, романтический, конфетно-букетный, там, где, вот тут вышла карта, там, где, может быть, в эйфории люди там видят друг друга в каких-то розовых очках. И тут карта тупик. Он говорит, я это все проходил, я не хочу ошибиться, я не хочу вот принимать или принять, не хочу вот эту вот эйфорию, допустим, сексуальную, вот эту связь, там, страсть, не хочу ошибиться. Тут как будто бы он, даже этот мужчина мне так идет, он говорит, я эту женщину, в нашем случае воздыхатель тайный, он вас высоко оценивает, вы его привлекаете. Он, опять-таки, карта подарок и сила. Он не хотел бы даже этот шанс упускать, но при этом он опять не хочет это все, не хотел бы это сводить все до, ну, даже там, ничего плохого опять не имею там против сексуальной связи какой-то, ярких этих взаимоотношений. Но он говорит, я не хотел бы, чтобы на этом все началось, на этом все бы так и закончилось. Тут как-то так.
потому что он как-то мудро пытается к этому подойти. Он говорит, ну, ценность по карте Скоробей и башни он не хотел бы разрушить. Тут такой мужчина серьезный. Ничего плохого вообще не могу про него сказать. Опыт есть у всех. Да, тут он какой-то такой, он уже и опытный, и осознанный. Прям. Давайте маленький совет вам в отношении него. В отношении этого мужчины вам маленький какой-то совет. Ну, я не хочу, чтобы это так воспринималось как манипуляция. И это не манипуляция, девочки. Но почему-то тут говорят книга. Как будто бы, может быть, тут и ваш опыт вам, может быть, показывает, что нужно вам вспомнить ваш опыт. При этом, понятно, ну, могу прочесть это, конечно, будет для него интересно и, знаете, какой-то непрочитанной книгой, тут как будто бы сразу даже не открывайся, не раскрывайся полностью. Это не о том, что вы должны там что-то умалчивать, там, или какие-то многоходовочки делать. Нет, не в этом дело. Просто тут как будто бы оставайся для него такой же непрочитанной книгой. При этом почему-то тут карта подарок и карта воздух. Тут как будто вас даже призывают не слишком быть... ну, даже не слишком эмоциональной быть. Я не говорю, что вы должны прям холодной быть, но внешне вы должны быть привлекательны, но при этом почему-то вам говорят, что вы должны как будто бы вот поддерживать, ну, интригу, не интригу, я даже не знаю, как это объяснить. Просто следующие карты, тут удача, ключик и бумеранг. Бумеранг, с одной стороны, это опять-таки я говорю, чтобы вы в отношении мужчины не делали ничего такого, чего бы вы не хотели, чтобы этот мужчина делал в отношении вас, то есть никаких подлостей, предательства, манипуляций, да, давайте так. Но с другой стороны, вам говорят, что вы слишком не спешили открываться, ну, может быть, не делиться прям всем тоже. Почему? Потому что как будто бы, если вы будете где-то для него вот этой непрочитанной книгой, и не слишком сразу вот вы эмоционально покажете, что вот я так нуждаюсь в тебе, мужчина этот, да, как будто бы, то, если вы вот так будете тут какую-то даже дистанцию держать какое-то время, то карта удача и карта ключик, как будто у него будет желание все больше и больше вас узнавать, и ключик вам подбирать, и даже на будущее это заложит какой-то фундамент в ваших взаимоотношениях, скажем так. Он будет прикладывать усилия, этот мужчина, для того, чтобы там заполучить вас. Вот это как будто бы на будущее. Вот этот ключик и бумеранг, и удача. Это история о том, чтобы женщина оставалась подольше желанной, какой-то не до конца разгаданной. Тут вот такое вот. Что-то такое, девочки. Ну и все-таки просто для того, чтобы мужчина больше прикладывал, не знаю, там, усилий, инициативу проявлял в отношениях. Вот тут так вот. Все, мои хорошие. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.